Mercedes-Benz – один из самых узнаваемых автомобильных брендов во всем мире. Mercedes-Benz – это компания, которая в прямом смысле перевернула мир автоиндустрии и изменила ход истории, потому что именно с лошади человек пересел на автомобиль, и это был Mercedes. История марки Mercedes-Benz слагается из истории двух совершенно разных немецких автомобильных компаний. Benz, основанная Карлом Бенцем в 1883 году, и Daimler Motoren Gesellschaft, основанная Готтлером Даймлером 7 годами позже. Оба изобретателя основали свои компании практически в одно и то же время, в деревенских домах на расстоянии всего 50 километров друг от друга. До этого изобретатели никогда не встречались, конкурировали и развивались самостоятельно до 1926 года и позже объединились в единый концерн Daimler-Benz. И для того, чтобы осознать, какой след они оставили в истории автопромышленности, стоит углубиться в детали. Начнем мы свою историю с Карла Фридриха Бенца, который родился в 1844 году в Мельбурге, Германия. Отец Карла, машинист поезда, умер от простуды, полученной в открытой кабине поезда, когда сыну было всего лишь навсего 2 года. Родители хотели дать сыну достойное образование, и поэтому после окончания начальной школы Карл поступил в технический лицей, а затем в политехнический институт. В юности Фридрих Бенц увлекался фотографией и ремонтом настенных часов. И в возрасте 19 лет он окончил факультет технической механики. Но после 5 лет работы непонятно на кого психанул и организовал в 1871 году со своим другом механическую мастерскую, где продавал какие-то стройматериалы. Далее в 1883 году Карл Бенц с партнерами основывает компанию Benz и компания. И уже после 3 лет было создано предприятием первая трехколесная самоходная повозка с бензиновым двигателем. Карл Бенц получает свой патент на это изобретение, и впоследствии трехколесный автомобиль был запущен в серийное производство. Выглядел он примерно так и был похож на колесницу без лошадей. Карл Бенц также получает патент на двухтактный бензиновый двигатель и запатентовывает все важные узлы и системы будущего автомобиля: акселератор, систему зажигания, работающую от батареи, свечи зажигания, карбюратор, сцепление, коробку передач и водяной радиатор охлаждения. Машина называлась Benz Patent Motorwagen номер 3, хоть и вызывало интерес у населения деревни, однако люди рассматривали изысканное изобретение Бенца скорее как какую-то шутку, а не полноценное средство передвижения. Не было еще опыта применения таких повозок без лошадей. Карл был великолепным изобретателем, однако не был деловым человеком, совершенно не представлял, как можно зарабатывать на своем изобретении. Но это было лишь частью проблемы, с которой можно было столкнуться. Кайзер Германии очень любил лошадей. Он сказал, что идея заменить их машиной не просто глупа, но и не патриотична. И это еще не все. Церковь в то время была наделена властью и была крайне консервативной. Безлошадную повозку сочли бы происками сатаны. Вы можете представить, насколько была неблагоприятна среда? Видя такое противодействие, Карл впадает в депрессию и затворяется в своей мастерской, не желая выставлять свое детище. Идет время, у предприятия Бенца заканчиваются деньги. Однако в один прекрасный день, а именно 5 августа 1888 года, его жена Берта Бенц берет без ведома мужа автомобиль и совершает на нем поездку с детьми из Мангейма в Фордсгейм навестить свою матушку. Это была экспериментальная модель, без руля. Берта не знала, как ей управлять. За день автомобилиста преодолевает в общей сложности 104 километра. По пути они несколько раз покупают бензин в аптеках. Раньше он, кстати, продавался как чистящее средство. И чинят тормоз и приводные ремни у шорник. Несколько раз им пришлось преодолевать подъемы, толкая автомобиль в гору. И после этого Бента советует мужу оснастить установленную на автомобиле коробку скоростей дополнительной горной передачей. Возможно, сама того не осознавая, жена Бенца совершает своей поездкой одну из самых знаковых в нашей истории рекламной кампании нового изобретения, молва которой разносится по всей Европе и впоследствии по всему миру. Дела компании налаживаются, и уже через 5 лет получает патент на выпуск 4-колесных автомобилей Victoria с двигателем мощностью в 3 лошадиные силы, скорость которой составляет до 20 км в час. А еще через год фирма Benz и компания разрабатывает первый цилиндр для двигателя. Вообще, за Бенцем много чего можно охарактеризовать как первое в мире. Концом творения фирмы олицетворяется самый известный гоночный автомобиль того времени Blitzen Benz с двигателем мощностью аж 200 лошадиных сил. Ой, это даже больше, чем в моей машине. И рабочим объемом только
только вдумайте, в 21,5 литр. Фирма просуществовала до 1926 года, произвела около 50 тысяч транспортных средств, включая легкие автомобили, грузовики и общественный транспорт на конные тяги. И дальше она слилась со своим бывшим конкурентом Daimler Motoren Gesellschaft. Стоит отметить очень интересный факт. Первой автозаправочной станцией в мире значится именно та аптека, где Берта Бенц покупала бензин для своего автомобиля. А мемориальная трасса, по которой она ехала, стала исторической и получила имени Берты Бенц. Одни из первых автомобильных прав были выписаны, да, именно Карлу Бенцу. Существует, кстати, легенда, что изделие Бенца стало первым автомобилем в Российской империи. Информация об этом была напечатана в справочнике Одесского автомобильного общества в 1912 году, а официальные архивы Бенц свидетельствуют, что первым автомобилем был Benz Vella, выпущенный 18 апреля 1912 года и поставленный неизвестному лицу в Москву. Примечательно, что автомобиль этой же модели, но произведенный в 1895 году, стал образцом для первого русского автомобиля, созданного промышленником Петром Фрезе и Евгением Яковлевым. На автомобиле Benz 82-200 в 1913 году даже был установлен всероссийский рекорд скорости в 202,1 км в час, и до революции 1917 года этот рекорд никто так и не мог побить. А еще самое интересное, что в России было два представительства Benz. Первое в Санкт-Петербурге, Невский проспект, дом 21, и в Одессе, улица Ришельевская, дом 11. А в 1916 году представительство в Санкт-Петербурге, по понятным причинам, было закрыто. Спокойной ночи, Семен Семенович. Наши люди в булочную на такси не ездят. Мы нашли фотографию генерала Брусилова и великого князя Георгия Михайловича рядом с автомобилем Benz 1915 года. Георгий Михайлович, внук Николая I, закончил свою жизнь расстрелом в Петропавловской крепости, зато успел покататься на крутом Мерседесе-Бензе. Даже Илья Стрекаловский знает, насколько я фанатею по крипте. Итак, Олесь мне пишет: Даша — это потенциально очень сильная монета, которая будет стрелять, но непонятно когда. Еще месяц назад крипта была возможностью срубить бабла, и многими воспринималась с недоверием. Но сейчас наше санкционное время, когда Visa и MasterCard и многие сотни мировых компаний покидают наш рынок, крипта — это, пожалуй, единственная возможность купить валюту, перевести и сохранить от стремительной инфляции рубля. Поэтому рекомендую топ-криптобиржу OKX, который пользуюсь сам. Вот один из моих аккаунтов, который сам по себе вырос к рублю почти в 2 раза. И удобно, что OKX дает возможность без проблем купить USDT, а это аналог доллара, и по P2P торговле, то есть от человека к человеку, беспрепятственно купить или продать крипту. Хранить и вкладываться в самые перспективные монеты и получать крышесносную прибыль. Недавно я вложился по 365% годовых, а иногда OKX дает даже вот такие проценты. Да, кстати, в эту монету я тоже вложился.
останется. Вы видели когда-нибудь такие монеты хоть в каких-то банках? Нет, это дает только крипта. Да, риски есть, но пусть я лучше переживу годовое колебание битка в плюс-минус 50%, чем останусь в рубле. Так что переходите по ссылке, получите бонус $10 за первое пополнение счета и бесплатное обучение в криптоакадемии и демо-счете. И хотите не хотите, крипта уже постучалась к нам в дверь. Она обязательно станет еще более популярной, как когда-то, к примеру, совершенно недавно стал популярен Apple Pay, платежи с мобильных телефонов. В любом случае, нужно в этом разобраться. И биржа OKX, и мой второй канал вам в этом помогут. Все ссылочки в описании. Но компания, которую мы знаем сейчас, не могла бы состояться без второго главного изобретателя, а именно Готлиба Даймлера. Даймлер был сыном пекаря из маленького городка неподалеку от Штутгарта. По окончанию начальной школы в 1847 году он начал работать подмастерьем оружейника и изготавливал двустволки. Дальше Даймлер начинает учебу в Штутгартском политехническом университете, а после окончания устраивается на фабрику Брудерхаус. Фабрика была богоугодным заведением, где давали работу сиротам, инвалидам и беднякам. И здесь Даймлер знакомится с 19-летним Вильгельмом Майбахом, способным инженером, который стал его деловым партнером на всю оставшуюся жизнь. Даймлер и Майбах начинают работать с известным Отто, который прославился тем, что в 1876 году изобрел четырехтактный цикл и запатентовал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Из-за личных разногласий с Отто, возникших в результате спора о пути развития двигателей внутреннего сгорания, Даймлер и Майбах покидают компанию Отто и начинают совместную работу. И уже в 1882 году они переезжают в Штутгарт, где в пригороде Канштадта покупают дом и пристраивают к нему лабораторию. Именно Даймлер и Майбах решили, что топливом для их двигателей должен быть продукт перегонки нефти. В то время таких продуктов было всего три. Это смазочное масло, керосин и бензин. В качестве топлива был выбран наиболее легко воспламеняемый бензин. Параллельно в декабре 1883 года Готлиб Даймлер защищает свой собственный патент, а именно газовый двигатель с зажиганием от горячей трубки и систему регулирования оборотов двигателя с помощью выпускного клапана. Эти два патента послужили основой для первого быстроходного двигателя внутреннего сгорания, который Даймлер и Майбах сконструировали 2 годами позже, а также ими был придуман карбюратор. В этом же году в августе Даймлер запатентовывает свой первый мотоцикл Daimler Reutewagen, установив небольшой двигатель на деревянную раму с деревянными же колесами. И спустя несколько месяцев этого же года его сын Пауль проехался на нем 3 километра вдоль реки Некар, развив ошеломляющую по тем временам скорость 12 км в час. Годом позже Майбах привез к дому своего компаньона карету, сказав соседям, что это подарок госпоже Даймлер на день рождения. На эту карету Майбах установил двигатель мощностью 1,5 литра и ременную передачу колесам. Таким образом был создан первый четырехколесный, самодвижущийся со скоростью 16 км в час экипаж. Далее, в 1887 году Daimler и Майбах испытали также и лодочный мотор. Двигатели для лодок были главной продукцией фирмы Даймлера в течение нескольких лет. А годом позже они совершили свой первый воздушный полет на шаре, приводимый в движение двигателем внутреннего сгорания Daimler. Позже Daimler и Майбах построили свой первый автомобиль, больше похожий на карету без лошади. Этот автомобиль был представлен в октябре 1889 года на тогда уже начинающейся проходить Парижской выставке. В этом году ими был придуман и новый двухцилиндровый V-образный двигатель, развивающий мощность в 1,5 литра при 600 оборотах в минуту. Через год, весной 1809 года, Вильгельм и Майбах сконструировали уже полноценный первый 4-цилиндровый четырехтактный двигатель. Автомобиль, оснащенный данным силовым агрегатом, обладал массой 153 кг и развивал ошеломительную, опять же, мощность 5 лошадиных сил. В 1890 году Daimler организовывает компанию, которая называет Daimler Motoren Gesellschaft по производству небольших мощных двигателей для использования на Земле, в небесах и на море. Этот лозунг стал основой для знаменитой трехконечной звезды, логотипа современной компании Mercedes-Benz, которая характеризовала превосходство в небе, в воде и суше. Компания создает первый в мире грузовик с двухцилиндровым двигателем мощностью 4 лошадиных силы и первый тип автомобиля с двигателем в передней части. Спустя 10 лет, 6 марта 1900 года, в возрасте 65 лет, Даймлер умирает, и его дело продолжает его сын и Вильгельм Майбах.
После ряда не очень удачных попыток Майбаху в 1901 году удалось создать успешный образец Mercedes 35 PS. По настоянию консула Австро-Венгерской империи в Ницце и по совместительству главы представительства Daimler во Франции Эмиля Элинека, новый автомобиль назван в честь Девы Марии Милосердной, по-французски Мария де лас Мерседес, в честь которой также назвали всех его детей, в том числе небезызвестную дочь консула Мерседес. В этой странной семье вообще все имущество, яхты, дома, отели и казино называли Мерседес. Первый Mercedes 35 PS обладал 4-цилиндровым двигателем с рабочим объемом почти 6 литров, классическим расположением основных агрегатов и стильным по тем временам внешностью. Через год свет увидел уже следующие модели 40 и 45 PS и Mercedes 65 PS. Оснащались они двигателями рабочим объемом 6,7 и 9,2 литра соответственно, позволяющие развивать скорость этих автомобилей до 90 км в час. Das ist eine Original SSK-Maschine. Da vorne ist der Elefantenkompressor von dem Auto. До Первой мировой войны компания Daimler Motor Gesellschaft успела выпустить широкий модельный ряд собственных автомобилей с различными двигателями от 1,5 литра до 9,5 литра, рассчитанных на самый широкий круг потребителей, включающие роскошные, практически бесшумные автомобили, оснащенные двигателем с бесклапанным газораспределением, произведенные по патенту американской компании Knight. Сразу же после войны Пауль Даймлер, сын Готлиба Даймлера, начал проводить эксперименты с компрессором, позволяющие в 1,5 раза повысить мощность двигателя. Занявший должность главного инженера в 1923 году, принятый на работу талантливый Фердинанд Порше, довел эксперимент до логического завершения, создав в 1924 году один из самых выдающихся автомобилей мира – Mercedes 24 100-140 PS с новым шасси и 6-цилиндровым компрессорным двигателем рабочим объемом 6,2 литра, развивающий мощность до 140 лошадиных сил. Всего к слиянию в 1926 году сама компания Daimler Motor Gesellschaft произвела на своих всех заводах в общей сложности 150 тысяч автомобилей. Так как же появился сам Mercedes-Benz? Первая мировая война обрушила курсы валют, а также проникновение на внутренний рынок Германии зарубежных производителей, таких как Ford Motor Company, привели к серьезному структурному кризису немецкой автомобильной промышленности. И 28 июня 1926 года две конкурирующие фирмы решили объединиться, образовав новый концерн Daimler-Benz, который смог эффективно использовать опыт и знания конструкторов обеих компаний. Руководителем же нового предприятия был назначен небезызвестный Фердинанд Порше. Он полностью обновил производственную программу, взяв за основу последние модели Daimler Motor Gesellschaft, выпускающиеся теперь под маркой Mercedes-Benz. А вот какие модели начала производить вновь основанная компания, я вам расскажу в новом видео. Теперь вы знаете, как появилась всеми нами любимая марка, ставшая номер один более 100 лет назад и сохранившая лавры первенства сейчас во всей автоиндустрии. Вы знаете, что значок Mercedes с трехлучевой звездой олицетворяет превосходство на небе, на суше и воде, а имя Mercedes — это домашнее имя дочки, можно сказать даже кличка одного из партнеров Daimler. В 2019 году бренд Mercedes-Benz оценивался в $60,5 миллиардов, тем самым занимая первое место в рейтинге компаний-производителей автомобилей. Но Mercedes не всегда сопровождали хорошие времена. Были взлеты и падения, очень удачные и совершенно провальные модели, о которых, если вы поставите лайк этому видео, и я увижу, что такой формат видео вам на самом деле интересен, я расскажу вам в новых видео. Потому что, начав углубляться в документы, я понял, что про компанию Mercedes можно писать настоящую энциклопедию. А ведь если бы 135 лет тому назад жена Бенца не съездила бы навестить родню в соседнюю деревню, кто знает, может, мы бы до сих пор передвигались бы на лошадях. Поставь лайк, если любишь Mercedes так же сильно, как люблю я. И напиши свой комментарий. Возможно, у тебя есть еще что добавить к этому видео. До новых встреч!